Приветствую! Проводя монтаж электропроводки, часто сталкиваешься с ситуациями, когда нужно увидеть провода и приборы, которые спрятаны за потолком, стеной или замком. Это мешает эффективно продолжать монтаж электропроводки. Вот примеры подобных случаев. Первое. Щит закрыт на замок, и вам нужно увидеть, как там расположены провода. Через окошко для включения автоматов многое не увидишь. Во-вторых, вы вешаете люстру на гипсокартон, и нужно узнать, где находится профиль, к которому надо крепить люстру, а также узнать, где находится сам провод. В-третьих, вы крепите полку или что-то еще на стенку из гипсокартона, и вам нужно узнать, есть ли в стене какие-нибудь трубы или провода. В-четвертых, вы на новом объекте, и вам необходимо узнать, как в гипсокартонном потолке или стенах расположена проводка. В-пятых, вы уронили инструмент или ключи туда, где складированы стройматериалы, и вам невозможно их увидеть и достать без перекладки материалов. Что делать в таких случаях? Каждый выкручивается как может, но есть инструмент, который поможет во всех перечисленных случаях. Это эндоскоп. Он поможет увидеть нужную вам вещь в тех местах, которые скрыты от вашего взгляда. И не нужно ничего разбирать, нащупывать руками или применять специальные приборы. С вами инженер-электрик Якимов Игорь. Посмотрите этот ролик до конца, так как я сделаю подробный разбор применения этого прибора. И, конечно, поддержите видео лайком и репостом. Это стимулирует меня к созданию новых полезных роликов для вас. Спасибо. Я в свое время вместо эндоскопа использовал веб-камеру. Иногда получалось фотографировать скрытые места смартфоном. Эндоскоп – это та же веб-камера, но миниатюрных размеров. Диаметр камеры 5,5 мм, что позволяет ее ввести довольно маленькие отверстия. Эндоскоп снабжен яркими светодиодами, что позволяет его использовать в неосвещенных местах. К тому же эндоскоп влагозащищен, что расширяет возможности его применения. На эндоскопе есть пульт управления, которым можно регулировать яркость светодиодов, и кнопка, которой можно сделать фотографии. Длина кабеля 2 метра, что упрощает пользование эндоскопом. Для подключения к смартфону эндоскоп имеет разъем microUSB. В комплект входит переходник под обычный USB. Это позволяет его подключить к компьютеру. У меня компьютер эндоскоп опознал как внешнюю видеокамеру и сразу установил драйвера. В комплект входит крючок, магнитик, с помощью которых можно вытащить небольшой инструмент или ключи. Давайте посмотрим, как пользоваться этим приспособлением. Где они? Где же вы, лапочки? Опа. Давай, 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 давай. Ну, опа. Все. Вот что-то блестит. Смотрим, что это может быть. Похоже, монета. Сейчас ее заберем. Оба-на. Все, озолотились. В комплект входит зеркальце, повернутое на 45 градусов. Практического применения в электрике я не придумал. Если есть идеи использования, пишите в комментариях. Думаю, это зеркальце пригодится при ремонте автомобилей. Например, посмотреть камеру сгорания двигателя. Давайте посмотрим чувствительность эндоскопа, насколько читаем текст книги в темноте. Для освещения используем только подсветку эндоскопа. Проверяем эндоскоп на резкость. Так вы видите мою книгу с расстояния полметра. Приближаем. Это расстояние около 20 сантиметров. Это расстояние 10 сантиметров. Это расстояние около 5 сантиметров. Проверяем резкость на шрифте книги. Это 50 сантиметров. Это 20 сантиметров.
10 сантиметров, 5 сантиметров, 2 сантиметра. Дальше резкость расплывается. Плавно отношу камеру. Это около 50 сантиметров. Это около 70 сантиметров. Уже книгу довольно плохо видно. При покупке я не учел, что эндоскоп подключается не ко всем смартфонам. Смартфон должен иметь функцию OTG. От английского On the Go. Она позволяет с легкостью подключать устройства по USB друг с другом. У меня на смартфоне такой функции нет. Да и разрешение видеокамеры не очень большое. 480 на 640. Но существует другой эндоскоп, который имеет гораздо большее разрешение и имеет возможность подключать его к смартфону через Wi-Fi. Такой эндоскоп можно подключить и к моему смартфону. Возможно, со временем я закажу такой вариант эндоскопа и сделаю на него обзор. Правда, камера в нем больше и имеет диаметр 8 мм, но в большинстве случаев это проблемой не будет. Как же еще можно использовать эндоскоп, кроме электрики? Во-первых, вы уронили ключи в водосток или какую-нибудь щель. С помощью крючка или магнитика вы с легкостью их вытащите. Во-вторых, для ремонта автомобиля эндоскоп позволяет увидеть неисправности в труднодоступных местах. В-третьих, нередко потерянные вещи оказываются за мебелью или под диваном. Для их поиска и вытягивания вам поможет эндоскоп. В-четвертых, эндоскоп пригодится для игры в прятки или страйкбол. Он позволит вам оглядеться, не выдавая свое нахождение. В-пятых, эндоскопом можно проверить наличие животных в норе или дупле, не рискуя быть укушенным. Также можно понаблюдать за поведением этих животных. В-шестых, эндоскоп можно использовать на рыбалке для подледного лова. Так как эндоскоп влагозащищенный, его можно опустить в лунку и наблюдать за рыбой. Если у вас есть опыт такого использования эндоскопа, напишите в комментариях. В-седьмых, в частном доме часто можно найти щели. С помощью эндоскопа можно посмотреть, завелась ли в них какая-нибудь живность. В-восьмых, эндоскопом можно посмотреть состояние своих зубов. В нем увидите гораздо больше, чем в обычном зеркале. Я думаю, такой прибор пригодится любому человеку, так как он расширяет человеческие возможности, позволяя увидеть то, что скрыто человеческому глазу. Поэтому поддержите это видео, чтобы ролик увидели максимальное количество людей. Поставьте лайк, напишите любой комментарий. Не знаете какой, просто поставьте плюсик. И, конечно, поделитесь этим видео с друзьями и сделайте репосты в ваших социальных сетях. Заранее благодарен. Подписывайтесь на канал и до встречи в новых видео.